Наполеон Бонапарт – личность, о которой написано множество книг, но даже в его биографии есть много недосказанного. Например, мало кто знает о его тайных увлечениях, которые оставались в тени его величайших политических и военных достижений. Наполеон не только был одаренным стратегом и амбициозным правителем, но и человеком с широкими интересами, которые порой противоречили его публичному имиджу. Одним из его увлечений была коллекция произведений искусства. Наполеон собирал картины, статуи и антиквариат, стремясь создать музей, который бы стал символом его власти и вкуса. Его любовь к искусству была настолько сильной, что он не колебался отнимать шедевры из захваченных стран. Например, он забрал множество полотен из Италии, которые до сих пор вызывают споры о правомерности их хранения во французских музеях. Эта страсть к культуре не ограничивалась только коллекционированием. Наполеон сам пробовал писать, создавая более 200 заметок и писем о своих взглядах на искусство. Кроме искусства, Наполеон увлекался литературой. Он был заядлым читателем и предпочитал произведения таких авторов, как Вольтер и Руссо. Его библиотека содержала тысячи книг, в том числе работы по философии и истории. В своих недолгих перерывах от государственной работы он часто погружался в мир литературы, оставляя на время все политические решения. Это увлечение помогало ему разрабатывать новые идеи и подходы, что в свою очередь влияло на его стратегические решения. Несмотря на свою жестокую репутацию, Наполеон имел интерес к естественным наукам. Он поддерживал множество научных исследований и даже основал Институт Франции, который стал центром научных знаний. Наполеон понимал, что наука — это сила, которая может изменить ход истории, и он использовал свои связи с учеными для улучшения военной техники и медицины. В этом контексте можно отметить его поддержку таких деятелей, как Кюри и Лавуазье, которые занимались исследованиями в области химии и физики. И, конечно, нельзя не упомянуть о его страсти к военному делу. Наполеон не только командовал армиями, но и увлекался разработкой новых тактик и стратегий. Он часто проводил время за чертежами, обдумывая различные сценарии сражений и маршруты наступления. Даже на отдыхе его мысли были связаны с армией и войной. Это сосредоточение на военных вопросах порой скрывало его другие увлечения, но их влияние на его карьеру было значительным. Наполеон был не только холодным стратегом, но и многогранной личностью с интересами, которые выходили за рамки политики и военного дела. Его любовь к искусству, литературе и науке, а также его военные увлечения формировали его как личность, что в конечном итоге отражалось на его правлении и наследии. И хотя многие из этих увлечений были скрыты от глаз общества, они сыграли важную роль в его истории. Продолжая исследовать его жизнь, стоит обратить внимание на его семью и ее влияние на его судьбу, что открывает новые горизонты для понимания этой выдающейся фигуры. Семья Наполеона Бонапарта была сложной и многообразной, а их влияние на его жизнь нельзя недооценивать. Его отец Карло Бонапарт был адвокатом и представлял интересы корсиканского народа. Однако его влияние на Наполеона простиралось намного дальше, чем просто юридическая карьера. Карло стал одним из первых, кто привил Наполеону чувство национальной гордости и стремления к власти. Умер он в 1783 году, и Наполеон всегда оставался под впечатлением от его сильного характера. Мать Наполеона, Летиция Рамо, была строгой и решительной женщиной, и ее воспитание сыграло важную роль в формировании характера будущего императора. Летиции удалось привить своим детям чувство ответственности и преданности, что впоследствии помогло Наполеону в его политической карьере. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась семья во время французской революции, она оставалась сплоченной, что также отразилось на Наполеоне, когда он достиг власти. У Наполеона было 5 братьев и сестер, каждый из которых имел свои амбиции и роли. Жозеф, старший брат, служил королем Неаполя и был его близким советником. Он поддерживал Наполеона на протяжении его восхождения к власти, хотя их отношения иногда были напряженными, особенно когда дело доходило до дележа власти. Луи, брат Наполеона, также имел свои амбиции и был королем Голландии, его решения иногда вызывали беспокойство у Наполеона, который стремился контролировать все аспекты своей империи. Но наибольшее влияние на Наполеона оказала его младшая сестра, Полина. Она была не только его любимицей, но и человеком, которому он доверял свои тайны. Полина часто использовала свою красоту и обаяние для получения выгод, и Наполеон не оставался равнодушным к ее манипуляциям. Их близкие отношения подчеркивали не только семейные узы, но и сложные динамики власти. Не стоит забывать и о жене Наполеона, Жозефине де Богарне. Их брак был полон страстей и интриг, и Наполеон зачастую находил в Жозефине поддержку в своих начинаниях. Тем не менее, их отношения проходили через множество испытаний, включая предательство и измены. Наполеон, несмотря на свои чувства, отстранил Жозефину, когда она не смогла подарить ему наследника, что подчеркивало его стремление к власти и продолжению династии. Семья Наполеона была не только опорой, но и источником сложностей.
Каждое из его семейных отношений обостряло политические амбиции, создавая интриги, которые иногда выходили за рамки разумного. Это продолжение династии и поддержка со стороны семьи играли важную роль в его карьере, делая Наполеона еще более сложной и многогранной фигурой в истории. Понимание этих сложных связей открывает новые аспекты его жизни и помогает глубже понять, каким образом его близкие влияли на его решения и действия. Теперь стоит обратить внимание на скандалы и интриги, которые окружали Наполеона в его дворе, ведь это тоже важная часть его истории. Наполеон Бонапарт, как и положено любому великому правителю, окружал себя не только преданными сторонниками, но и завистниками, интриганами и скандалистами. Двор Наполеона был настоящей ареной политических игр, где каждое слово могло иметь фатальные последствия. Один из самых известных скандалов разразился вокруг его первой жены Жозефины. Их брак, хотя и был полон страсти, не оставался без колебаний. Жозефина, известная своей красивой внешностью и обаянием, не раз становилась объектом слухов о неверности. Вокруг нее всегда витали сплетни, и многие придворные пытались использовать ее слабости для своих собственных целей. Сложные отношения Наполеона с его братом Жозефом также привели к множеству интриг. Жозеф, будучи королем Неаполя, зачастую стремился действовать независимо, что вызывало гнев Наполеона. В один момент их конфликты достигли такой степени напряженности, что Наполеон даже задумался о том, чтобы отстранить Жозефа от власти. Такие распри вызывали недовольство у других членов двора, которые не упускали возможности подлить масла в огонь, разжигая споры и создавая новые слухи. Но не только родственные отношения становились источником скандалов. Сам Наполеон не раз становился жертвой собственных амбиций. Его решение провести реформы в армии в 1805 году вызвало недовольство среди его генералов, что привело к неформальным объединениям против него. Даже среди своих генералов он не находил полного доверия, и это обостряло дух антагонизма. В окружении Наполеона находились и другие яркие личности, такие как Талейран, министр иностранных дел, который славился своей хитростью и манипуляциями. Он не раз использовал конфликты и противоречия для того, чтобы укрепить свою власть и влияние. Талейран, будучи одним из самых уважаемых дипломатов своего времени, также был мастером создавать слухи. Его способности к манипуляции, как и те интриги, плетущиеся вокруг него, порой ставили Наполеона в сложное положение. Несмотря на свою власть, Наполеон не всегда мог контролировать все аспекты своего окружения. Слухи о его здоровье и личной жизни, которые распространялись среди простых людей и аристократов, становились камнем преткновения. Даже его военные неудачи, такие как поход в Россию в 1812 году, порождали не только страх и недовольство, но и откровенные спекуляции о его будущем. Эти интриги подкреплялись множеством других слухов, создавая атмосферу недоверия и подозрительности. Каждый шаг Наполеона в дворе сопровождался осознанием того, что его самые близкие союзники могли оказаться предателями. В этом мире политических манипуляций и хитростей даже самые добрые намерения могли обернуться против него. Наполеон, зная о том, как важно удерживать контроль над своей империей, по-прежнему сталкивался с противодействием, которое подрывали его основные основания. Скандалы и интриги в дворе Наполеона порождали не только затруднения в его личной жизни, но и серьезные последствия для всей Франции. Эти события помогали формировать облик Наполеона как правителя, который не только завоевывал, но и защищал свои интересы в окружении, полным недоброжелателей. Каждый новый конфликт, каждое новое разоблачение продолжали формировать его как личность, и в этом контексте его стремление к власти становилось все более понятным. Сложные отношения и постоянные интриги подводили к пониманию того, что даже величайший император не мог избежать их влияния. В следующей части мы рассмотрим, какие таинственные связи связывали Наполеона с его окружением и как они влияли на его решения и действия. Наполеон Бонапарт, обладая выдающимися лидерскими качествами, был окружен множеством таинственных связей, которые формировали его жизнь и политику. Одним из самых значительных человек в его окружении был Талейран, министр иностранных дел. Этот ловкий дипломат славился своими манипуляциями и умением переманивать людей на свою сторону. Он активно использовал любые конфликты и разногласия для увеличения своего влияния, подшучивая над слабостями Наполеона. Талейран не только помогал Наполеону в его политических делах, но и оказывал влияние на международные отношения, что часто ставило Наполеона в сложные ситуации. Например, в 1805 году его дипломатические усилия сыграли ключевую роль в создании континентальной блокады против Великобритании. Однако не только Талейран был важной фигурой. Наполеон также имел тайные связи с несколькими влиятельными женщинами. Одной из них была Мария Антуанетта, которая хоть и была казнена, оставила сильный след в истории Франции. В ее окружении Наполеон узнал о многих секретах двора, что позволило ему маневрировать между различными группировками. В его жизни также была легендарная Жозефина де Багарне, первая жена Наполеона, которая, хотя и имела свои амбиции, часто использовала свою красоту и обаяние, чтобы влиять на решения мужа. Их бурные отношения сказывались на множестве политических решений, что иногда приводило к неожиданным последствиям.
Например, ее вмешательство в вопросы, касающиеся назначения генералов, нередко вызывало недовольство среди военных. Помимо личных отношений, Наполеон также поддерживал связи с различными интеллектуальными кругами. Он активно взаимодействовал с учеными и философами своего времени. Одним из таких людей был Кондорсе, известный математик и философ, который не только вдохновлял Наполеона своими идеями, но и помогал ему создавать обоснования для своих реформ. Эта связь была важна для формирования Napoleonic Code, который стал основой гражданского законодательства во Франции. Наполеон понимал, что поддержка интеллектуалов помогает легитимизировать его власть и привлекать к себе сторонников. Загадочные связи Наполеона не ограничивались только политикой и личными отношениями. Его финансовые дела также были окружены тайной. Наполеон доверял управление экономикой своих близких доверенных лиц, таких как Лаверн, который занимался финансами. Однако даже в этом направлении не обошлось без интриг и спекуляций. Лаверн часто оказывался в центре скандалов, когда всплывали слухи о злоупотреблениях и коррупции, что в свою очередь ставило под угрозу репутацию Наполеона. И в завершение, связь Наполеона с армией неразрывно была связана с его личными интересами. Он активно поддерживал генералов, которые разделяли его видение будущего Франции. Одним из таких военачальников был маршал Ней, который стал ключевой фигурой в его военных кампаниях. Между ними возникла настоящая братская связь, основанная на доверии и уважении. Наполеон часто доверял Ней выполнение самых сложных задач, и в то время как они работали вместе, создавались стратегии, которые изменяли ход истории. Тайные связи Наполеона были многогранными и сложными, охватывающими как личные, так и политические аспекты его жизни. Эти связи не только формировали его как личность, но и влияли на его действия и решения, что в конечном итоге привело к созданию империи, которая оставила неизгладимый след в истории. Теперь стоит обратиться к его военным стратегиям и хитростям, которые оживили его завоевания и укрепили его влияние в Европе. В военной карьере Наполеона Бонапарта одна из самых ярких характеристик – это его способность разрабатывать тайные стратегии и применять хитрости, которые часто ставили его врагов в затруднительное положение. Его подход к ведению войны изменил представление о военном искусстве и до сих пор изучается военными стратегами по всему миру. Наполеон был не просто полководцем, он был мастером маневра, использовавшим психологические аспекты на поле боя, чтобы добиться превосходства. Одним из его наиболее известных приемов была тактика соблазнения. Наполеон часто оставлял видимые уязвимости в своих позициях, чтобы привлечь противников на свою сторону. Этот прием позволял ему заманивать врага в ловушку. Например, во время битвы при Аустерлице в 1805 году Наполеон создал иллюзию слабости своей армии, что в результате позволило ему разбить союзные силы русских и австрийцев, которые полной самоуверенности решили атаковать. Кроме того, Наполеон активно использовал разведку и шпионаж. Он понимал, что информация – это ключ к победе. Наполеон создавал мощные разведывательные сети, которые собирали информацию о перемещениях врагов и их планах. Это позволяло ему не только предугадывать действия противника, но и использовать их собственные стратегии против них. Его доверенные разведчики часто возвращались с ценными сведениями, которые позволяли ему адаптироваться к любой ситуации на поле боя. Также стоит отметить его умение использовать быстрое передвижение войск. Наполеон был одним из первых, кто осознал важность мобильности армии. Он внедрил концепцию корпусного подхода, разделяя свои силы на меньшие группы, которые могли действовать независимо, но координированно. Это позволяло ему сосредотачивать силы в нужных местах в кратчайшие сроки, создавая ступенчатую систему атак на противника. Благодаря этому подходу он смог одерживать победы даже в численном меньшинстве, как это произошло во время кампании в Италии. Наполеон также использовал запутанность на поле боя, применяя ложные атаки и фальшивые сигналы. В битве при Ваграме в 1812 году он использовал дымовые шашки, чтобы скрыть перемещение своих войск. Эта хитрость позволила ему сбить с толку австрийцев, которые не смогли адекватно оценить истинные намерения Наполеона. Еще одним его приемом были продуманные маневры в тылу врага. Он часто отправлял небольшие отряды для захвата ключевых позиций и коммуникаций, тем самым дезорганизуя противника. Это позволяло ему контролировать стратегически важные районы и создавать угрозу для врага, что заставляло их реагировать на его действия и значительно снижало их боеспособность. Кроме того, Наполеон активно использовал пропаганду и психологическую войну. Он понимал, как важна мораль и дух его солдат, поэтому часто прибегал к вдохновляющим речам и искусным манипуляциям общественным мнением. Он создавал образ непобедимого полководца, что поднимало боевой дух его войск. Этот подход позволял ему удерживать контроль над армией даже в самые трудные времена. Тайные стратегии и хитрости Наполеона Бонапарта сделали его одним из самых известных стратегов в истории. Его инновационные методы ведения войны изменили военное дело и оставили неизгладимый след в истории. Каждое его действие на поле боя было тщательно продумано, а каждая победа – результатом не только военной силы, но и умелой стратегии.
В следующей части нашего повествования мы обратим внимание на легендарные места, связанные с Наполеоном, которые стали символами его величия и военной мощи. Легендарные места, связанные с Наполеоном Бонапартом, рассказывают о его величии, амбициях и неумолимом стремлении к власти. Эти места стали не только свидетелями его побед, но и символами его правления. Одним из самых известных является поле битвы при Аустерлице, где в 1805 году Наполеон одержал одну из своих самых блестящих побед над русскими и австрийскими войсками. Это сражение, известное как «Битва трех императоров», стало кульминацией его военной карьеры и укрепило его влияние в Европе. Аустерлиц, расположенный в современной Чехии, стал не только местом славы, но и символом стратегического гения Наполеона. Еще одним важным местом является дворец фон Тильзит, где в 1807 году Наполеон подписал мирный договор с Россией. Этот дворец, расположенный на берегу реки Неман, стал ареной для исторических переговоров, которые изменили карту Европы. Наполеон, обладая харизмой и настойчивостью, сумел убедить своего оппонента Александра I в необходимости мира, что дало ему возможность сосредоточиться на других фронтах. Этот момент стал знаковым в его карьере, показав, как дипломатия может сосуществовать с военной мощью. Крепость Версаль, известная своей роскошью, также имеет свое место в истории Наполеона. После провозглашения себя императором в 1804 году Наполеон осознал необходимость демонстрации своей власти. Версаль стал символом его амбиций, и он использовал его для организации грандиозных празднеств и приемов, чтобы показать свою силу и статус. В этом замке проходили роскошные балы и официальные мероприятия, которые подчеркивали величие империи. Версаль стал не только политическим, но и культурным центром, отражая интересы Наполеона в искусстве и культуре. Помимо этого, остров Святой Елены, на который Наполеон был сослан после своего падения, стал местом его заточения и медленного увядания. Этот удаленный остров в Атлантическом океане стал символом его конца, где он провел последние годы своей жизни. Несмотря на тяжелые условия, Наполеон проявлял активность, ведя дневники и рассматривая свои прошлые достижения. Святой Елена стала местом, где Наполеон осмыслял свои ошибки и пытался оставить след в истории, даже находясь вдали от центра власти. Кроме того, место его рождения на Корсике Ваяччо также занимает важное место в его биографии. Этот остров стал основой его идентичности и источником гордости. Наполеон всегда помнил о своих корнях, и Корсика оказала влияние на его молодость. Даже после достижения величия он не забывал о своей родине, что подчеркивает его связь с ее культурой и историей. Эти легендарные места, окруженные мифами и событиями, формируют образ Наполеона как многогранной личности. Каждая из них связана с важными моментами его жизни, отражая его достижения и неудачи. Ощущение величия, которое они внушают, помогает лучше понять, каким образом Наполеон смог оставить такой глубокий след в истории. Но даже среди всех этих великих событий и мест скрываются загадки его личной жизни, которые стоит исследовать дальше. Личная жизнь Наполеона Бонапарта окружена множеством тайн и загадок, которые до сих пор вызывают интерес историков и любителей биографий. Одним из самых интригующих аспектов является его сложные отношения с женщинами. В первую очередь стоит упомянуть о его первой супруге Жозефине де Багарне. Их брак начался в 1801 году, и хотя между ними была искренняя любовь, отношения были полны страстей и изменений. Жозефина, будучи не только красивой, но и обаятельной, привлекала внимание многих, и слухи о ее неверности часто доходили до Наполеона. Эти слухи порождали постоянные конфликты, однако Наполеон оставался привязанным к ней, даже когда их отношения начали ухудшаться. Жозефина не смогла подарить Наполеону наследника, что стало одним из оснований для их развода в 1805 году. Тем не менее, Наполеон всегда сохранял к ней теплые чувства и продолжал заботиться о ней после расставания. Интригующий момент связан с его второй супругой, Марией Луизой Австрийской. Наполеон женился на ней в 1812 году, и этот брак стал важным политическим шагом, укрепив союзы с Австрией. Мария Луиза родила ему сына, Наполеона II, что стало желанной победой для императора, который стремился продолжить свою династию. Однако, как и в случае с Жозефиной, личные отношения были сложными. Мария Луиза, будучи молодой и неопытной, оставалась под влиянием своей семьи и часто чувствовала себя несчастной в браке с Наполеоном. Не менее загадочными были и другие женщины в жизни Наполеона. Его романы с многочисленными любовницами, такими как графиня Дезире Клери и Мария Антуанетта, оставили след в его биографии. Эти отношения часто были затенены политическими интригами и играли ключевую роль в его жизни. Наполеон не скрывал своих увлечений и иногда использовал их для достижения своих политических целей. Например, его связь с графиней Дезире была использована, чтобы укрепить дипломатические связи с Швецией. Загадочность его личной жизни не ограничивается только романами и браками.
Наполеон также оставлял после себя множество записок и писем, которые приоткрывают завесу его внутреннего мира. В этих письмах он делился своими размышлениями, страхами и надеждами, создавая образ человека, который, несмотря на свою мощь и величие, испытывал глубокие эмоциональные переживания. Другая загадка связана с его здоровьем и состоянием душевного равновесия. Слухи о его физических недугах и психическом состоянии возникали на протяжении всей его карьеры. Отказавшись от военной жизни, Наполеон страдал от депрессии в изгнании, что также стало предметом обсуждений. Его последние годы на острове Святой Елены ознаменовались не только физическими недугами, но и размышлениями о жизни, что снова поднимает вопросы о его внутреннем состоянии. Кроме того, Наполеон оставил после себя множество тайн, связанных с его амбициями и желаниями. Он мечтал о создании великой династии, что четко прослеживается в его действиях, однако его личная жизнь часто вступала в противоречие с этими стремлениями. Его отношения с семьей, друзьями и врагами представляли собой сложный узор, который невозможно было бы разъединить. В конечном итоге жизнь Наполеона была пронизана не только политическими интригами и военными победами, но и загадками личных связей, которые, возможно, сыграли важную роль в его карьере. Каждый его шаг, каждая его привязанность были взаимосвязаны, создавая уникальный портрет человека, который оставил неизгладимый след в истории. Скрытые таланты Наполеона Бонапарта были разнообразными и зачастую неожиданными для современников. Один из наиболее интересных аспектов его жизни заключался в увлечении живописью. Наполеон не просто коллекционировал произведения искусства, но и сам пробовал свои силы в этом направлении. Его работы не сохранились, но известно, что он рисовал в свободное время, используя это занятие как способ расслабления от напряженной политической жизни. Наполеон также имел особый интерес к архитектуре. Он мечтал о создании величественных строений, которые должны были отразить мощь его правления. В Париже начались грандиозные строительные проекты, включая строительство арки в честь Победы. Музыка была еще одной страстью Наполеона. Он любил слушать и исполнять музыку, особенно произведения композиторов своего времени. В его окружении находились талантливые музыканты, и в его резиденциях часто устраивались концерты. Наполеон даже сам учился играть на пианино, что позволяло ему отвлекаться от государственных дел и находить покой в мелодиях. Кроме художественных увлечений, Наполеон проявлял интерес к спорту. Он обнаружил любовь к верховой езде с раннего возраста и проводил много времени на свежем воздухе, обучая своих лошадей и участвуя в соревнованиях. Его страсть к физической активности поддерживала его бодрость духа и физическую форму, что было особенно важно для его жизни полководца. Как настоящая стратегическая личность, он понимал, что здоровье и физическая форма играют ключевую роль в успехе на поле боя. Наполеон также был заядлым шахматистом. Игра в шахматы помогала ему развивать стратегическое мышление и предвидеть ходы противника на поле боя. Он часто устраивал шахматные вечера в своем дворце, где играл как с друзьями, так и с высокопрофильными соперниками. Углубленное изучение игры позволило ему перенести свои навыки на военные стратегии, делая его более эффективным в принятии решений. Не менее интригующим является его увлечение наукой. Наполеон неоднократно оказывал поддержку ученым и научным проектам. Он верил, что научные открытия могут принести пользу его народу и армии. В его правлении было основано много научных обществ, которые занимались исследовательскими проектами, и Наполеон с интересом следил за их успехами. Например, он поддерживал работу Института Франции, который стал центром научной мысли. Тайные увлечения Наполеона не ограничивались лишь искусством и наукой. Он также проявил себя как писатель, создав множество писем, мемуаров и даже небольших литературных произведений. Эти письма содержали его мысли и эмоции, помогая последующим поколениям понять внутренний мир этого великого полководца. Наполеон оставил после себя не только след в истории, но и множество загадок, которые продолжают интересовать исследователей. Эти скрытые таланты Наполеона Бонапарта формировали его как личность и позволяли ему быть разносторонним человеком, способным находить баланс между властью и искусством. Не зная о многих этих аспектах его жизни, мы можем лишь догадываться о том, каким человеком он был на самом деле. Несмотря на его публичный имидж как жесткого и непоколебимого правителя, скрытые увлечения Наполеона говорят о его глубокой человеческой натуре, жажде знаний и стремлении к самовыражению. Изучая его жизнь и достижения, невозможно не заметить, как эти увлечения влияли на его политические решения и стратегические ходы. Важно продолжить исследовать его судьбу, ведь за каждым его шагом к власти стояли не только амбиции, но и множество интересных и загадочных моментов, которые открывают новые грани его личности. После падения Наполеона Бонапарта в 1815 году его жизнь на острове Святой Елены, где он провел последние годы, стала настоящей главой его биографии, наполненной неизвестными страницами. Этот удаленный остров в Атлантическом океане стал местом его изгнания и медленного увядания. Наполеон, отстраненный от власти и окруженный случайными знакомыми, оказался в заточении, которое, тем не менее, не остановило его активность. Здесь он продолжал вести дневники, в которых делился своими размышлениями о жизни, политике и своих утраченных амбициях.
На Святой Елене Наполеон жил в доме, названном Лонгвуд, который был довольно скромным по сравнению с его прежними резиденциями. Несмотря на тяжелые условия, которые накладывало на него отсутствие свободы, он старался создать комфортную атмосферу, окружая себя книгами, произведениями искусства и даже смешанными растениями, которые высаживал в саду. Он продолжал свои занятия, связанные с литературой и историей, что позволяло ему оставаться в курсе событий, происходящих в Европе. На протяжении своего изгнания Наполеон часто вел глубокие разговоры с несколькими доверенными лицами, такими как граф Бертран и генерал Лебас. Эти беседы касались его политических идей и планов, которые он считал актуальными даже за пределами власти. Он стремился сохранить свои взгляды и традиции, даже когда его влияние было ограничено. Наполеон продолжал анализировать свои прошлые кампании, обсуждая допущенные ошибки и неудачи, стараясь понять, как его решения повлияли на судьбу Франции и Европы. Не менее интригующими были его отношения с британскими наблюдателями. Наполеон, окруженный английскими офицерами, порой пытался завоевать их симпатию, обсуждая исторические события и военные стратегии. Он активно интересовался текущими событиями в мире, что позволило ему оставаться в курсе политической ситуации. Эта попытка взаимодействовать с окружением отражала его неугасимую жажду влияния и понимания. Тем не менее, здоровье Наполеона ухудшалось. Его физическое состояние вызывало беспокойство, и несмотря на то, что он продолжал заниматься политической деятельностью, его болезни становились все более выраженными. Наполеон страдал от различных недугов, включая желудочные расстройства, которые, как полагали многие, могли быть вызваны его диетой и условиями жизни на острове. Это состояние сильно влияло на его психологическое состояние, создавая тень на его размышлениях о собственном наследии и влиянии на историю. В последние месяцы своей жизни Наполеон стал более уязвимым и меланхоличным. Он часто вспоминал о своих великих победах и был полон сожаления о том, как быстро его империя рухнула. Обострившиеся проблемы со здоровьем и изоляция от внешнего мира заставили его переосмыслить свою жизнь. Он воспринимал свое изгнание как наказание, но при этом продолжал бороться за сохранение своего имиджа как великого полководца и императора. Неизвестные страницы его изгнания становятся особенно значительными, когда мы рассматриваем, как Наполеон попытался сохранить свое влияние даже вдали от политической арены. Его письма, написанные в это время, полны ностальгии и размышлений о былом величии. Время, проведенное на Святой Елене, для Наполеона оказалось не только физическим заключением, но и внутренним процессом, в ходе которого он осмысливал свои прошлые достижения и ошибки. Его жизнь на этом изолированном острове, наполненная борьбой с болезнями и постоянными размышлениями о судьбе, является важной частью его биографии. Этот этап подчеркивает, как даже в изгнании Наполеон оставался великой фигурой, о которой будут помниться многие поколения. Наследие Наполеона Бонапарта продолжает вызывать интересы и споры даже спустя 2 века после его смерти. Его влияние на Европу и мир в целом невозможно переоценить. Наполеон не просто оставил после себя великие имперские амбиции и военные победы, но и оказал значительное воздействие на политические, социальные и правовые системы, которые продолжают существовать и по сей день. Одним из ключевых аспектов его наследия стала система законов, известная как Кодекс Наполеона, принятый в 1805 году. Этот кодекс стал основой современных гражданских правовых систем во многих странах, включая Францию, Италию и Бельгию. Он положил конец феодальным привилегиям и установил принципы равенства перед законом для всех граждан. Кроме правовой системы, Никола Бонапарт изменил образовательную систему во Франции. Он основал ряд учебных заведений, включая лицей, который стал образцом для многих школ в Европе. Наполеон понимал важность образования для развития нации и создал систему, способствующую подготовке квалифицированных кадров для управления государством и армией. Эта система образования заложила основы для дальнейших реформ в учебной сфере и способствовала повышению уровня грамотности среди населения. В области армии Наполеон внедрил множество реформ, которые сделали французскую армию одной из самых мощных в мире. Он создал новые военные дивизии и разработал эффективные методы мобилизации, что позволяло быстро реагировать на угрозы. Наполеоновские войны стали образцом для многих военных стратегий, и его тактикс до сих пор изучаются в военных академиях по всему миру. Наполеон также положил начало концепции массового призыва, что изменило подход к ведению войны и мобилизации ресурсов. Не менее значительным является его влияние на международные отношения. Наполеон продемонстрировал, как с помощью войны и дипломатики можно изменить политическую карту Европы. Его амбиции привели к созданию новых государств и пересмотру границ, что оказало сильное воздействие на будущие конфликты и альянсы. После его падения на Венском конгрессе в 1815 году были предприняты попытки восстановить старый порядок, но идеи, выдвинутые Наполеоном, продолжали оказывать влияние на политические процессы в Европе. Наполеон также оставил неизгладимый след в искусстве и культуре. Его правление стало временем расцвета романтизма, и многие художники вдохновлялись его образом и деяниями.
Наполеон стал символом силы и амбиций, что отразилось в литературе и живописи того времени. Его стремление к величию и созданию империи стало основой для многих произведений искусства, которые продолжают восхищать и вдохновлять. Восторженные мнения о Наполеоне также стали источником жадного интереса к его личной жизни. Его биография, полная интриг и страстей, стала темой для многочисленных книг и фильмов, что подчеркивает его незабываемый образ. Даже после его смерти образ Наполеона продолжает жить, вызывая споры и обсуждения среди историков, политиков и обычных людей. Таким образом, наследие Наполеона Бонапарта охватывает не только военные и политические аспекты, но и глубоко проникает в культурные, образовательные и правовые системы. Его влияние остается заметным в современном мире, и изучение его жизни и достижений продолжает вызывать интерес. Наполеон не только изменил ход истории, но и оставил богатый след, который формирует наше восприятие и сегодня.